Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как вы можете понять, что на вас навели порчу, и поговорим о способах самозащиты от нее. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной, важной и нужной информации в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, пожалуйста, чтобы у вас был включен колокольчик, так вы будете получать все уведомления о том, что на канале вышло новое видео. Также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Если вам невероятно тяжело утром встать с постели и дела не клеятся, а душой ощущается какое-то смятение, дискомфорт, возможно, вы сильно утомились и нуждаетесь в полноценном отдыхе и смене обстановки. Но если к перечисленным симптомам добавляется еще и резкое ухудшение здоровья, вы можете не сомневаться 90% из 100, что на вас наведена порча. Что такое порча, мы объяснять сегодня не будем. Помните, в отличие от сглаза, порча никогда не бывает случайной. Какую бы форму она ни принимала, это всегда злонамеренные чары, которые направлены недоброжелателем на конкретного человека или на всю семью, но это все делается осознанно, с использованием ритуала черной магии. К этому темному делу некто приложил немало усилий и жгучего желания навредить вам. Так что и защищаться нужно также решительно и без сантиментов. Помните, вы боретесь не только за свое благополучие, но и, скорее всего, за свою жизнь. И первая помощь при подозрении на порчу – это тщательный осмотр всего вашего дома или квартиры, в которой вы живете, на предмет обнаружения орудий порчи, вещей, с помощью которых враг воздействует на вас. Единственное, на что стоит обратить внимание перед этим, это характер самой порчи. Если почти одинаковые симптомы испытывают все члены семьи, значит порча сделана на конкретный предмет, припрятанный в укромном месте вашего дома. А если страдает кто-то один из домочадцев, вполне вероятно, что порчу наговорили или нашептали именно на конкретного человека. Или этот человек на улице поднял с земли предмет, на который была и наведена эта порча. Знать это очень важно, потому что вредоносные чары отличаются по своим видам и степени негативного влияния на человека. В зависимости от этого можно и подобрать лучшую защиту от них. Итак, рассмотрим все эти случаи. Если вся семья больше 10 дней неважно себя чувствует и при этом явных заболеваний врачами не выявлено, давление, температура и анализы в норме, и газовщиками проверена плита в квартире и дымоход в частном доме, значит, пора начинать поиски той вещички или того предмета, которые отравляют вашу жизнь. Перед началом поисков следует удалить из дома детей. Отправьте их к бабушке или другим близким родственникам, которым вы доверяете. Сразу хотим оговориться, кумовья родственниками не являются. Тут важно только кровное родство. Бабушки, дедушки, тети и дяди. Взрослые родные, двоюродные и троюродные сестры и братья. После того, как вы обезопасили детей,
подготовьтесь к поискам вредоносного предмета. Обязательно в этот момент наденьте домашнюю обувь и защитите руки резиновыми плотными перчатками. Возьмите несколько прочных пакетов для мусора и обязательно бумажный кулек. В доме нужно сразу открыть все окна. Если дело происходит зимой, форточки и по очереди. Открывайте их, выходя из уже проверенного помещения. Теперь вы готовы. Не начинайте поиск с передвигания тяжелой мебели. Сначала просто сядьте и окиньте помещение внимательным взглядом. Представьте, куда, не возбуждая подозрения, легко и очень быстро ваш тайный недоброжелатель мог подложить порчу. Если в поисках принимает участие несколько взрослых человек, обдумайте это молча некоторое время, а потом поделитесь друг с другом своими соображениями. И помните, сколько бы людей не принимало участие в поиске, вы все должны обследовать каждую комнату вместе. Начать следует с прихожей, потому что именно там чаще всего и находят вот ту злую вещь. Если там вы ее не обнаружили, переходите к проверке спальни, а потом уже и всех остальных помещений. Но даже если вы нашли порчу в первой же комнате, это не повод оставить необследованными остальные ваши комнаты в доме. Если после мозгового штурма место спрятанной порчи не выявлено, тогда уже придется переворошить всю комнату, заглядывая в каждую щель, под каждый подоконник, за плинтуса, в плафоны светильников, подушки, переворачивая каждый стул, поднимая матрасы кроватей, отодвигайте шкафы и полки. Что вам предстоит найти? Дело в том, что порча может иметь самый разнообразный вид, но чаще всего это пучки перьев, перевязанные ниткой, сжатые в комок или воткнутые в восковой шарик. Также это может быть как вариант веревочка с узлами, которую вы раньше у себя дома не видели, или необычная пуговица, каких нет на одежде ваших родных. Это могут быть и ржавые иглы или гвозди, завернутые во что-то или воткнутые в порог, оконную или дверную раму. Это может быть земля, рассыпанная в укромном уголке комнаты или лежащая в мешочке. Бывает и так, что тайный враг просто досыпает проклятую землю в вазоны с вашими комнатными растениями. Обратите внимание на цветы на подоконниках и в катках на полу. Если некоторые из них плохо выглядят, особенно алоэ, герань, цикламен, фиалки, значит растения приняли основной удар порчи на себя, защищая вашу семью. Именно эти комнатные цветы особенно хорошо выполняют функцию оберега. Погибшие растения нужно вынести из дома как можно дальше и оставить в безлюдном месте. Если вам удалось найти странный предмет, вид которого указывает на отношение к злым чарам, ни в коем случае не трогайте его голыми руками, только в защитных перчатках. Но даже в них старайтесь, чтобы контакт со злой вещью был как можно более кратким. Положите ее в бумажный кулек-воронку, а потом в несколько полиэтиленовых пакетов для мусора и сразу же выносите из своего дома. Но выбросить порчу в мусорный контейнер у дома, знаете, это достаточно плохая идея. Постарайтесь отнести подальше и закопайте землю в бумажном кульке, вытряхнув из полиэтиленовых пакетов. Так порча быстрее сгниет, а значит потеряет свою силу. А пакеты потом можно выбросить в мусорный бак подальше от дома. Не пытайтесь сжигать порчу в камине или на костре. Вы можете еще сильнее себе навредить.
Освободив дом от недобрых чар, зажгите в каждой комнате по очереди белую свечу. Ее пламя очистит воздух от любой биополевой зависимости, тревожности и злого морока. Потом, хорошо проветрив помещение, вымойте обязательно полы солью. Это смоет остатки негативной энергии. А вот над входной дверью обязательно повесьте веночек из полыни. Помните, полынь – мощный оберег и не позволит никакому злу снова проникнуть в ваш дом. Если вы все сделали правильно, ваша семья почувствует облегчение буквально на следующее утро. А дальше все будет хорошо. Будьте благополучны и счастливы. А о том, что делать, если в доме предмет с порчей не обнаружен, но признаки ее присутствия у человека есть, мы поговорим далее в другом видео. А пока обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет действительно полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, а мы услышимся с вами в следующем видео.